Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Вы знаете, у нас осталось немного времени до полнолуния. Почему? Дело в том, что сегодня у нас с вами 14 января, и с 14 по 17 января включительно нам очень нужно много чего сделать для того, чтобы этот 2022 год прошел для нас удачно, успешно и благополучно. А значит, каждому из нас нужно заложить вот те рациональные зерна для того, чтобы прожить этот год только для себя и только в изобилии и достатке. Поэтому далее предоставленная информация очень важная. Дело в том, что 18 января 2022 года нас с вами ждет полнолуние. Это первое полнолуние в 2022 году. Оно произойдет в 2 часа 48 минут по московскому времени и в знаке зодиака Рак. Кроме того, обращаю ваше внимание, что с 14 января, то бишь сегодня, начинается период ретроградного Меркурия, который продлится аж до 4 февраля. Кроме того, мы ретроградному Меркурию уделяли особое внимание, посмотрите у нас на нашем YouTube-канале. Кроме того, еще у нас там ретроградная Венера проявится. И многим людям будет казаться, что все идет с большим трудом. Вот это будет, знаете, такая вот пробуксовка. Хотя у нас с вами и растущая Луна. И знаете, что бы вы ни брались, но будет иногда очень что-либо сложно. Поэтому до 18 января постарайтесь все доделать и тщательно подготовиться к прыжку черного тигра. Что же делать? До 18 января осталось меньше недели. Проверьте, пожалуйста, свои годовые цели и как они соответствуют вашим личным интересам. Обязательно закончите дела перед годовой пересменкой. И также обязательно подведите итоги и подумайте о том, чем бы вы хотели заниматься в 2022 году. Какие вопросы, что бы вы хотели бы решить и чего бы вы хотели добиться. Конечно же, у многих людей на данном этапе, особенно начиная до 15, 16 и даже 17 января, начнут проявляться очень различные проблемы. При этом в тех сферах, о которых люди даже не ожидали. Дело в том, что ретроградный Меркурий, он затронет сферы бизнеса, работы, все, что связано с информацией, коммуникацией, и это будет влиять на людей. Конечно, есть люди, на которых это не будет влиять. Почему? Потому что, как минимум, они подготовились к этому периоду, а во втором случае есть люди, которые достаточно умные и всегда живут по гороскопам, по прогнозам. Они считают много информации для того, чтобы понимать и знать о том, когда это нужно сделать, когда это нужно закончить, когда нужно вложить деньги и так далее. Кстати, хотим сказать о том, что богатые люди очень часто обращаются к астрологам, к нумерологам, к тем людям, которые действительно разбираются в этой теме и действительно могут им помочь в бизнесе, когда вкладывать деньги, в какие сферы вкладывать деньги. Вы знаете, вот там сейчас очень часто в последнее время проплачена информация касательно биткоинов и так далее, и так далее. Но, вы знаете, богатые люди, нормальные, адекватные люди не ведутся на это, потому что, все-таки это больше как идет как розыгрыш, знаете, вытаскивание с богатых людей денег. Или многие люди хотят казаться теми, кем они не являются, к сожалению. И, кстати, ретроградный Меркурий это вам и покажет ваше настоящее окружение. Многие люди пытаются показать, что у них есть квартира, у них есть машина, у них есть какие-то друзья, которые имеют связи. Но именно ретроградный Меркурий покажет настоящую картинку, потому что у таких людей начнется все сыпаться в жизни. И если вы также относитесь к этим людям, то, пожалуйста, будьте очень осторожны и внимательны, чтобы вас это просто не затронуло.
Также, что же еще нужно сделать? Помните о том, что февраль 2022 года, здесь осталось буквально 2 недели, многим из нас задаст новое направление. Поэтому обязательно смотрите только вперед, не смотрите на отношения, которые были в прошлом. Может быть, вас неправильно уволили с работы, возможно, вы никак не можете поделить какое-то имущество. Махайте рукой и начинайте новую жизнь, потому что вам нужно выбрать то, что вам интересно. И это должны быть не какие-то единоличные цели, потому что вы должны понимать, что когда вы генерируете правильные созидательные идеи, когда вы начинаете потихонечку добиваться каких-то результатов, в вашей жизни появляются люди, события, звонки, появляется все то, что, возможно, у вас до этого момента не получалось. Поэтому не зацикливайтесь вот на том негативе, который, возможен, есть в вашей жизни. Также важно никого не осуждать, потому что из-за этого теряется, во-первых, ваша сила, и вы теряете возможности, те, которые, возможно, могли появиться в вашей жизни. Берегите свой ресурс, принимайте все как есть. Если что-то у вас идет не по плану, не меняйте планы. Возможно, просто еще не время. Возможно, нужно отложить этот проект от подписания, например, этого контракта. Или еще что-либо. Если вы планируете покупать недвижимость, да, и у вас постоянно что-то срывается, что-то не получается, не спешите. Возможно, это не ваша квартира. Или, возможно, не пришло время для заключения, для покупки, например, этой квартиры или дома. Потому что когда мы с вами ломимся в стенку, это бесполезно. Может, лучше поискать дверь, вот то рациональное зерно, которое приведет к нам еще что-то большему, лучшему и интересному. Также обращаю ваше внимание, что обратите внимание на себя в первую очередь. Обратите внимание на свой так называемый внутренний уровень счастья. Потому что если вы счастливы внутри себя, если у вас все получается, вы радостны, да, сейчас январь, для многих почему-то это такое время пессимизма, какой-то депрессии, мало солнца, все это понятно. Но, пожалуйста, у нас начало с вами 2022 года. Буквально скоро по китайскому календарю к нам придет черный тигр. И все мы с вами должны аккумулировать вот те энергии, которые помогут нам на протяжении 2022 года. Поэтому именно очень важно, чтобы вы включительно по 18 января поменьше сплетничали, поменьше болтали, старались убрать какие-либо программы, которые изжили уже свое. Потому что таким образом вы сможете изменить свою жизнь к лучшему и выйти из круга прошлых ошибок. Также убираем из жизни то, к чему пришел вот срок. Освобождаем обязательно место для нового. Это касается и ваших вещей, это касается и отношений, это касается работы. В общем, всего-всего. Если у вас что-то витает, вот знаете, в воздухе, идея какой-то или проект, задумайтесь над этим. Возможно, это ваше. Также до полнолуния ни в коем случае не поддавайтесь на эмоциональные провокации. Идите своей дорогой, своим путем. Слушайте себя и свою интуицию. Успейте вписаться в какой-то интересный и полезный проект. Обязательно до 18 января, но и позже тоже, но именно до 18 января постарайтесь сохранять хорошие отношения в семье и с близкими по духу людьми, потому что именно это даст вам выход на новый уровень. И произойдут у вас такие вот будут происходить гармоничные разрешения всевозможных ситуаций. И все будет получаться только самым лучшим для вас образом. И напоминаем, что 18 января у нас с вами полнолуние. И оно произойдет в 2 часа 48 минут по Москве. Поэтому будьте очень последовательны в своих действиях 18 января. Следите за балансом, при этом во всем, что вас окружает. И тогда вас ждут
только приятные сюрпризы в вашей жизни. Поэтому, друзья, первое полнолуние 18 января, поэтому мы с вами должны очень успеть очень многое сделать. И только от вас зависит, как вы пройдете этот 2022 год. Обращаю ваше внимание, что для кого-то 2022 год будет очень тяжелым годом. Сейчас этого еще не видно, но начиная с марта, с апреля у многих людей очень может кардинально измениться жизнь. Но если вы сейчас заложите вот те основы, заложите тот фундамент, то вы март-апрель, это вот эти будут критические точки, вы сможете легко пройти, и потом вы сможете пройти с середины августа по сентябрь также вот эти вот тяжелые точки в жизни многих людей, потому что будут всевозможные кризисные события в мире, которые будут влиять на экономику, которые будут влиять на людей. И вы, то, что будет происходить в мире, пожалуйста, постарайтесь предпринимать это не близко к сердцу, а просто, знаете, ну вот есть и хорошо. У меня есть крыша над головой, мне нужно думать о том, как на хлеб себе заработать, как мне нужно купить одно, другое, третье и так далее. Просто не принимайте близко к сердцу. Старайтесь быть, вы знаете, вот мудрыми людьми, чтобы в вашей жизни не происходило. Помните о том, что те проблемы, те нюансы, которые могут возникать в вашей жизни на протяжении 2022 года, это те события, которые нас с вами будут учить определенным ситуациям и определенным изменениям. То есть готовы ли мы меняться или нет, готовы ли мы идти где-то на какие-то уступки. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на эти моменты. Мы все вам желаем прекрасного 2022 года и надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами услышимся уже в следующем видео.